Приветствую вас, друзья! Прошло уже больше месяца с дня освобождения Херсона от рашистских оккупантов, и за этот месяц каких-то явных сдвигов линии фронта не наблюдалось. Замедление освобождения временно оккупированных территорий связано с погодными условиями. Дожди превратили полевые дороги в болото, и вести наступательную операцию для ВСУ не представлялось возможным. Враг также не смог сдвинуть линию фронта в своих интересах, и уже 8-й месяц безуспешно пытается захватить Бахмут. Это сейчас самое тяжелое направление. С приходом зимы грунт начал промерзать, и продвижение техники по полевым дорогам стало возможным. Поэтому в скором будущем нас ждут долгожданные новости об освобождении очередных временно оккупированных территорий Украины. Предстоящее полномасштабное наступление ВСУ будет на запорожском направлении. Оно позволит вклиниться в оборону противника, рассечь ее, выйти к Азовскому морю и, двигаясь по направлению к Крыму, дойдя до узкого перешейка, соединяющего Крым с материковой частью страны, освободить большую часть юга Украины. Сейчас идет подготовка к наступлению. Именно с этой целью ВСУ уничтожают логистику оккупантов на запорожском направлении, склады с БК, штабы и казармы. После выхода к Мелитополю ВСУ получат полный огневой контроль над сухопутным коридором, потому что с Мелитополя появится возможность обстреливать Крымский перешеек. А для выхода к Мелитополю на данный момент необходимо пройти 84 километра. Данная территория будет освобождена ориентировочно до весны следующего года, после чего начнется Крымская освободительная операция. Оккупанты это прекрасно понимают и уже вовсю роют траншеи и устанавливают инженерные заграждения на территории Крыма. Но им это не поможет, потому что Крым это Украина, и он будет непременно освобожден от оккупации. Рашистские пропагандисты уже не шутят ни про украинскую армию, ни про американское оружие. Они увидели эту гремучую смесь в работе, и теперь им уже не до шуток. Мы, во-первых, долго шутили про украинскую армию, и как-то теперь многим не до шуток. Мы шутили про американское оружие, скажу тебе, после достаточно близкого знакомства с Хаймерсами и со 155-ми снарядами, не очень смешно, видя, как они разбирают достаточно точно наши склады с вооружением и наши штабы. Теперь они думают, как оборонять Белгородскую и Курскую области России. По заявлению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, для того, чтобы выйти на рубежи 23 февраля, нам необходимы 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц. И работа в этом направлении ведется. Наши союзники поставляют Украине все больше и больше военной техники и боеприпасов, обучают мобилизованных тактике ведения боевых действий в современных реалиях. А из последних новостей Украина все-таки получит ЗРК Патриот и франко-британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, которые позволят нам уничтожать врага в глубоком тылу. Война не закончится ни завтра, ни через месяц. По самым оптимистическим прогнозам, активные боевые действия могут продлиться до осени следующего года. И даже после полного освобождения территории Украины и выхода на границы 1991 года, вероятность повторного нападения со стороны России будет большой. Минимизировать эту вероятность можно лишь снижением наступательного потенциала врага, уничтожив большую часть военной инфраструктуры России. И я уверен, что все необходимые решения по этому поводу уже приняты.